Аквариум растет, живет, прополку сделала тут большую в углу. Леохарис прижился, потихоньку размножается, все живет, вроде нормально. Вот на улице валялся вот такой аквариум, нашел. Объемом он 60 литров или 70. Я его отмыл, грязный был, проверил. Он у меня сутки простоял под ванной. С водой залитой, течи не было. Буду запускать травник на земле. Биомастер кактус. Вот такой. Попробую применить перлит. Купил. Также перемешаю с землей аргирит, фракция 5-10 мм. Это для бактерий, чтобы грунт не закисал. Также планирую добавить, и я тут как ее, вот даю. Сейчас посмотрю. Все посмотрел, осмокот немного покрошу. Так, кому интересно состав, сейчас посмотрим. Кому надо, остановите. И так, это так. Это так. Тут все видно. Тут тоже все. Так, и вермикулит содержит. Посмотрим, как будет работать. И вот так. Также будет применяться вот такое удобрение. Тут железо, марганец. С Китая, с Алиэкспресса давно выписал, лежали, попробую. Для красных растений. И также буду применять голубую глину. Потом покажу, как все это будет выглядеть. Голубую глину я брал пласт пластилиновый в магазине, где для детей там все для лепки, для всего, накатал шариков. Ну это полпакета. И удобно, кстати, катать шарики из этого пластилинового кембрийской глины. Руки не морают, катайся, чтобы катать долго. Так, аквариум проверили, все проверили. Так, взял также сетку, вот такую, без сетки я никуда. При прополке, это тонкая сетка, взял такую вот, для чего? Чтобы пинцетом можно было протыкать. И растения уходили в землю. Это сетка. И чтобы грунт не смешивался. Сперва сыпем глину. Глину я буду ложить на низ. Потому что когда первый раз я 3 года назад глину перемешал с землей, и при каждой прополке корневых растений она вылетала наружу. И была беда после этого, если забывал подменивать воду, процентов 30 была вспышка водоросли. А так она будет выдавать, надеюсь, конечно, это только теория. Выдавать микроэлементы постепенно. Так, берем грунт и засыпаем. Так. Ну, засыпаем по очереди. Грунт. Потом аргирит. Аргирит засыпаем для бактерий,
И чтобы бактерии в земле жили, чтобы не закисал, так скажем. Перемешаем. Маленько. Ой. Лип. Зараза. Ну, промывать я его не промываю сейчас в последнее время. Ах ты, елки-палки. Забыл добавить свои осмокот. А все на глаз, как говорится, как волк в том анекдоте с этим. Потом идет перлит. Перлит пошел. Так. Теперь все это надо накрыть. Перлит вроде свойства его, он впитывает все добавки, микро-макро, и отдает корням растения постепенно. Вот, ну, применяя первый раз, это только теория опять же. Так, а какой размер аквариума? Так, 60 и 33. Стекло до сюда идет. И глубина 30. Так, считайте, кому надо. Сколько. Вот. Еще добавлю. Видите, немного. Так, это сюда засыпем. Перлит сверху. Ну и ладно. Так, она земля все равно подсядет. Добавлю немного аргинита, чтобы бактерии там плодились и размножались на радость аквариумистам. Как говорится, бактерии наши друзья. 5 килограмм ушло вот на такой аквариум. Аргилита много взял, 2 килограмма. Так, 5 килограмм. 6. У меня тут еще оставался немного другой грунт. О, тут картошку садить можно уже. Толк какой-то. Так, ну вроде все, ничего не забыл. Сетка опять же. Говорит, для чего нужна. Ах, ты забыл, ёлки-палки. Ой, тоже, наверное, отдавать, я надеюсь, свои микроэлементы. Это для красных растений китайских. Как говорится, опять же теория. Посмотрим, что будет на практике. Все. Немножко осталось. Крошки. Пропадать добру. Мне тут сипка красота-то не нужна. Это не видовой аквариум, а для растений, для выращивания на будущее. Чтобы были всегда растения под рукой. А смысл вот такой, чтобы раз, оп, и влезла туда. И она как-то мелкую сетку променял. Так не проткнешь, ну а здесь там сразу попадает. Ага, фиг там. Не сразу, но бывает косяки. Ну вот тут будет грунт держать, так видно, не зажал хорошо. Еще одна попытка.
О, зашла, хорошо. Как говорится, уходит и уходит. Так, ну ладно. Здесь еще будет лежать грунт. Грунт будет лежать, аргелит мой любимый. Только мелкая фракция, песок. 1-2 миллиметра сверху уже. Я думаю, сантиметра. Так, 3 насыплю. Так, надо все-таки красиво сделать. Подумал я. И вот нашел чем зарядить туда. Все-таки, как говорится, видовой, не видовой, а делать надо хорошо все сразу. Вот так гораздо лучше, наверное. Все-таки. Теперь пойдет аргелит мой. Вот купил я мешок. Вот такой. Ну, это тут осталось. Наверное, половина на тот аквариум ушло. Фракция песочка. 0,8-2 миллиметра. Видите? Купил я его. Магазин «Фантазия камня». За 380 рублей 30 килограмм. Ну, там любая фракция. Эти деньги стоят. Отсыпать буду сантиметра 3. Он пылит, ну, и пусть пылит. Как говорил, я его не мою. Чтобы эта глиняная пыль будет тоже, наверное, выделять какие-нибудь микроэлементы. Ой, сейчас раздолбаю. Ну все, надеюсь, ничего не забыл. Так, начинаю заливать воду. А это я насобирал коряк летом. Но планирую буду делать на тот год уже. Обошелся мне этот запуск. Я брал 2 пакета. Ну, что-то думал мало. 5 килограмм грунта кактусов. 56 рублей. Это перекулит. 60 рублей. Ну и те добавки всякие разные. Там рублей 100. Аквариум халявный, как уже говорил. Грунт мне обошелся. Килограмм, наверное, 6 ушло. Обошелся у меня килограмм 12 или 15 рублей. Ну, тоже 80-100 рублей. У меня есть, конечно, аквариумная вода. Но я его буду запускать без аквариумной воды на водопроводной. Стоять будет такой барбус. Так. 4-ваттный. 400 литров в час. Вот с такой приблудой. Вверх било, чтобы. Это не для биологии. Скажем так, а чтобы воду тупо перемешивал. И больше от него ничего не требуется.
Зачем это приблуда угловая? Чтобы не было большого течения, а было медленное перемешивание воды. Ну, все, ушло 6 канистр воды. Довольно хорошо Дончик залил. Даже муть не поднял, не мыл грунт, хотя он очень сильно пылит. Все, пошел свет делать. Потом покажу. Вот моя прополка тут из этого аквариума. Это все растения пойдут туда. Кстати, все эти растения росли на СО2 с углекислотой. Посмотрим, как будут расти без углекислоты. Использовал вот такие планки 10 ватт. В таких планках, вот с такими двойными светодиодами, сфокусирую, наверное, двойные светодиоды, тут что-то около 7000 кельвинов. Планки 10 ватт. Так, сейчас включу. К стеклу приклеил скотчем. Вырезал стекло. И получился вот такой светильник. Тут, здесь я соединил так, у меня тут коннекторы всякие. Блок питания у меня тут на 6 ампер. Так, а вот ватт тут, по-моему, 60. Купил я его тоже за 380 рублей. А эти планки вот такая фигня получилась. Тут бардак. Сверху вот стекло просто ложу и все. Для пытливых и любознательных показываю. Вот подсоединил термометр. Вот показания его. Температура. Проверяет. 10 минут работает уже. Вот она подсоединенная. К планке прям. На следующий день вода очистилась. Начал высаживать растения. Это такое нудное занятие. Не знаешь, какой приоритет. Ой. И еще ко всем недоразумениям потерял ножницы. Не могу найти. И честно сказать, перед посадкой растений надо все-таки продумать, куда какое садить. Чего я не сделал. Вообще, по идее, это надо бы корешки отростить. Не буду я это снимать, камера мешает. Потом включу, когда сниму. Все, засадил растения, точнее рассадил. И хочу предупредить, кто досмотрел до конца запуск, что грунты сейчас все идут с вермикулитом. И какая реакция будет аквариума на все это, неизвестно.
Также были применены еще многие компоненты, разные удобрения. И какая реакция аквариума будет, неизвестно. Так что не советую я пока запускать именно по этой технологии, что я сделал. Как минимум через месяц надо посмотреть, что будет. Накидал растений сверху плавающих. Все, что было, сейчас скидал, потому что при посадке все равно пузырило. Земля выходила оттуда, пузыри воздуха, и вместе с ним микро-макро удобрения. Сейчас большой выброс идет. Так что если кто-то хочет запускать с землей, то надо закидывать растения по максимуму, чтобы они успевали выедать, так как здесь в земле все равно добавки удобрений, такие как азот и фосфор, в конских дозах там натолкано. И, наверное, совет такой: первый месяц каждую неделю подменять процентов 30 воды. Посмотрим результат через месяц, какой получится.